350 ТВ, всем рок! Сегодня мы поговорим о новой волне русского хэви-металла. Давайте же разберемся, что это такое. Упоминание о New Wave of Traditional Heavy Metal все чаще встречается в русском сегменте интернета. Почти все СНГшные металлхеды так или иначе осведомлены о таких командах, как Enforcer, Skullfist и Evil Invaders. До недавнего времени у нас в стране было очень узкое представление о жанре. Большинство групп играло какой-то ария-метал. Некоторые особо отбитые продолжают до сих пор. И тут может возникнуть резонный вопрос. А есть ли в России группы, играющие New Wave of True Heavy Metal? Да, есть. И они имеют свою аудиторию. Пусть небольшую, но верную аудиторию метал-маньяков. А началось все с двух питерских команд – Iron Driver и Blazing Crust. Оба коллектива разразились демками в 14-15 годах. Материал первых представляет из себя прямое продолжение творчества Iron Maiden и Tank. Грязный, но слегка мелодичный хэви с рычащим вокалом. Творчество вторых больше напоминает скандинавский хэви, таких как Алдовая Gotham City и Heavy Load, как и современный Enforcer и Ram. Чуть позже обе команды выпустили дебютные альбомы Iron Driver Prisoner of Time и Blazing Crust Are Made to Exist. Безусловно, этим ребятам еще есть куда расти, дабы потягаться с ведущими представителями жанра, но все же им есть что заявить о себе. Кстати, несколько дней назад Iron Driver разразились новым альбомом Smell of Perdition, запах гибели, а не то, что вы подумали. Второй полноформатник выполнен в лучших традициях New Wave of Russian Heavy Metal. Данное направление было придумано самой группой. Классический heavy speed в лучших традициях 80-х по типу Motorhead, Tank, Acid. Конечно, альбом не является большим прорывом в своем жанре, но все же это весьма хороший релиз, особенно для России и стран СНГ. А группа Blazing Crust вот-вот закончит работу над новым альбомом. Ждем. Позже, во второй половине десятых, к этим командам добавились еще две московские группы Vandal и Razor X. Первый коллектив можно назвать прорывом в современном российском хэви-метале. Согласитесь, у нас есть не так много команд, исповедующих классический хэви-дум-метал вроде Manila Road. Имея за плечами всего лишь одну одноименную EP 2018 года и парочку концертов, парни уже успели обзавестись поддержкой не только у себя на родине, но и в других странах. В 2019 году группа выпустила мини-альбом Dodge, а также выступила на фестивале Right of Steel Free в Германии на одной сцене с различными мастодонтами жанра. Перейдем к Razor X. Эти ребята рубят бескомпромиссный хэви-метал в духе Мановар и Judas Priest, облачившись в костюмы, вдохновленные фильмом «Безумный Макс». Пока у команды есть только один сингл, несколько демозаписей, но в скором времени планируется выход полноформатного альбома. Ждем с нетерпением, ибо уже существующий материал звучит очень прилично, а концерты дают прекрасную возможность перенестись в 80-е. Будем следить за дальнейшим развитием творчества отечественных команд. Может быть, 2020 год принесет нам новые интересные команды, о которых я с удовольствием расскажу. С вами был 350 ТВ. Подписывайтесь на мой канал, следите за новостями.